Всем привет, винтажники! Сегодня у нас вторая часть разбора аукционного лота. Не будем тянуть и давайте приступать. Первым ярким элементом нашей распаковки будет, конечно же, этот браслет с глубоким синим цветом, горячей эмалью, кабошоны, полусферами, ориентировочно пластик, собран на резиночку. Ну, достаточно красивый, элегантный браслет. Вот такой первый красавец сегодня встречает и открывает нашу распаковку. Двигаемся дальше. Брошь старенькая, я отнесу ее где-то к 60-70 годам. Очень характерный для этого периода дизайн. Кабошон под малахит, скорее всего. Видимо, его уже ремонтировали, поэтому приклеили немножко криво. Маркировок нет. Вот такая милая брошь у нас сегодня на распаковке. Смотрим. Бусы. На ощупь они тяжелые. Похожи на натуральный жемчуг. И я вижу, у нас есть какие-то маркировочки на замочке. Давайте приблизим. И это серебро 925 пробы. Замочек выполнен из серебра. На обратной стороне присутствует маркировка в виде буквы H. И это нам говорит о том, что перед нами колье из культивированного жемчуга морского или пресноводного фирмы Ханора. Это американский бренд, который набрал свою популярность примерно в 60-70-е годы. Красивые, качественные изделия. Видите, такие бусины у них все. Ровные, аккуратные и красиво подобранные. Оно достаточно короткое, то есть на небольшой обхват шеи, такую тонкую шею, и более походит на чокер. У нас сегодня с вами замечательная находка, друзья мои. Серьги. И упал кулон. Ну, давайте начнем с сережек, раз мы их взяли первыми. Красивые клипсы, витые. И это у нас бренд Mane с их классической и, на мой взгляд, самой удобной прижимной лапкой среди всех клипс, которые только существуют. Маркировка присутствует как на прижимном механизме лапки, так и на лицевой части ушка. У них очень мягкий ход. В таких клипсах можно проходить практически целый день и поджать их абсолютно под любую ширину мочки уха. Прекрасная находка, состояние отличное. У них нету ни сходов покрытия, по крайней мере, я не вижу явных сходов покрытия. Есть небольшие следы эксплуатации на подвижном механизме. Вот такие красивые среднего размера клипсы у нас сегодня с вами на распаковке. Давайте просмотрим этот кулон, раз он у нас свалился вместе с клипсами. И, кстати, может быть даже хорошим дополнением к ним в виде листика. Такого слегка как мятого. Это интересный эффект, потому что он добавляет объема изделию. И даже не только лицевая сторона у нас красивая у листика, но и спинка. И еще один кулон, следующим в нашем обзоре, такого глубокого синего цвета с объемным рифленым кабошоном в виде полусферы. Это пластик. И брошированная спинка. Есть небольшие сходы покрытия. А дальше у нас брошь. Это 60-е годы, объемный такой цветочек с имитацией жемчуга по центру. Маркировок нет, она достаточно крепкая, и единственный ее такой не изъян, а след времени, я бы сказала, это погнутый листик. Я даже не представляю, в каких условиях она хранилась или транспортировалась, что у нее погнулся этот листик, потому что она невероятно прочная. Руками его погнуть будет невозможно. Такая крупная, красивая и объемная брошь в виде цветка. Так, двигаемся дальше. А дальше у нас будут бусы.
колье. Красивое, объемное, двухрядное колье с очень красивой застежкой в виде цветочка. Есть небольшие сходы покрытия и присутствует маркировка о том, что оно сделано в Японии. Япония славилась экспортом своих украшений, бижутерии на американский рынок примерно в 60-е, 70-е годы. Это колье, оно выполнено, бусины выполнены из пластика и идут с градацией по цвету, такого нежного, приглушенного, коричневато-розового оттенка. И красивая застежка в виде цветка. И давайте посмотрим на серьги. Красивые серьги с очень изящной брошюровкой. Носятся они, скорее всего, вот так. Неожиданно, но именно вот так, судя по застежку клипсы. И они у нас брендированы. Эманс. Красивые серьги. Сохранились в прекраснейшем состоянии. Присутствуют легкие потертости. Достаточно крупные и акцентные. Пишите в комментариях, как вам такие серьги и носили ли бы вы такие клипсы. Мне интересно. Я такие вещи очень люблю. Давайте посмотрим этот браслет в виде бабочки на такой изящной, тонкой основе золотого тона. Бабочка выполнена из фарфора или горячей эмали с росписью. Так, если у нас тут какие-то маркировки. Да, у нас присутствует маркировка фирмы Avon. И я предположу, что это 60-е или 80-е года. У них были коллекции, посвященные временам года, дням рождения и другим праздникам, где они использовали роспись цветами. Вот, если я найду эту коллекцию, я обязательно ее приложу на монтаже, чтобы вы тоже посмотрели. Очень красивый, изящный браслет. Давайте посмотрим, как он смотрится на ручке. У меня рука 14 сантиметров. Я думаю, что он подойдет где-то на ручку до 15 сантиметров. Видите, тут совершенно небольшой зазор. Ну, или просто его чуть-чуть повыше одевать. Дальше у нас серьги. Классические серьги для 70-х, 80-х годов с имитацией жемчуга среднего размера. В золотом тоне. Маркировок я не вижу. Любите ли вы жемчуг? Напишите в комментариях, потому что я украшения жемчугом обожаю. Мне кажется, они выглядят всегда очень элегантно и добавляют какого-то шарма и стиля любому образу. Еще одни серьги на классической сквозной застежке со вставками в оправе безель. Вставки стекло. Красивые серьги, достаточно современные на сегодняшний взгляд, крупные, но при этом очень легкие кольца с стеклянными вставочками. Красивая находка. Смотрим дальше. Так, я уже вижу, что они маркированы, но посмотрим их сначала общим планом. Кисточки с цепочками. Сами кисточки брошированы. И это у нас бренд Sarah Coventry. Это клипса на классической клипсовой застежке в серебряном тоне. Еще одна прекраснейшая находка. Еще одни серьги. Также в серебряном тоне с таким чернением серебра. Иногда такие изделия смотрятся очень красиво под деловые костюмы или шелковые черные блузы. Вот такая еще одна у нас с вами
находка. И еще одни серьги. Классические нарядные сережки с имитацией жемчуга и камушками по центру. И это у нас с вами бренд. Так, посмотрим поближе. Бренд Роман. Давайте посмотрим на камушки. Все камушки на месте, но есть один камушек, у которого потемнела амальгама сзади. Возможно, от возраста. А может быть, его даже меняли. Предположу, что это 80-е. Классическая сквозная застежка. И очень красивая бусина с легким таким переливом под Аврора Бореалис. Прекрасная находка. И не уходя сильно далеко, посмотрим на очень интересную булавку, брошь компании Trifari. Старенькая, в виде меча. Она очень маленькая, как видите. И у нее есть утраты камушков. Отсутствует, я так понимаю, 2 прямоугольных багета и один такой, наверное, ромбовидный стеклянный кристаллик. Я ее постараюсь восстановить, починить, и будет вот такая старенькая брошечка. Еще одни малютки в нашем сегодняшнем обзоре распаковки. Это вот такие серьги-кольца, миниатюрные, достаточно базовые, повседневные, и у них присутствует маркировка на заглушечке. И это фирма Avon. Такие красивые базовые серьги. В идеальном состоянии, без каких-либо изъянов и утрат покрытия. Еще одни серьги среднего размера. Носятся вот так, ромбом. И на них присутствует художественная эмаль. Скорее всего, холодная. Красивые узоры. Она местами перламутровая. А местами выглядит как прозрачная эпоксидная смола. Красивая работа. Сложно сказать, какого она периода. Поехали дальше. Следующим у нас в распаковке идет браслет с красивыми витыми звеньями. Такое объемное плетение. Здесь присутствует маркировка. И еще одна маркировка. Давайте посмотрим поближе. У нас с вами сегодня золото в распаковке. 14-каратное золотое покрытие. Очень неожиданная находка найти в винтажном ломе украшение с 14-каратным золотым покрытием. И я так предполагаю, что он рассчитан на мужскую руку. Видите, какой большой. Но не менее прекрасная находка, друзья мои. Мы нашли с вами золото. Это мое первое золото среди винтажных украшений и распаковок посылок с eBay. Итак, едем дальше. Серьги. Вот такие необычные кольца. Они ломаной формы, неправильной ломаной формы, неровные. И цвета античного золота, я бы сказала. С небольшими сходами покрытия. Маркировок здесь нет. Предположу, что это где-то 80-е, 90-е, ближе к нулевым. Дальше серьги. Это клипсы. Так, вот так они носятся. Без маркировок, имеются следы окисления металла и небольшие сходы покрытия. Ориентировочно 80-е, 90-е. Еще одни серьги.
черненого серебра, я хотела сказать, но я не уверена, что это серебро. С черненого металла, давайте так будет правильнее. Вставки с кристалликами из стекла. Давайте посмотрим, есть ли тут какие-то маркировки. Признаков того, что это серебро, я также не вижу. Но, тем не менее, такие достаточно экстравагантные, я бы даже сказала, аутентичные серьги. Следующими у нас будут тоже серьги с кисточками в золотом тоне. И давайте посмотрим, есть ли тут какие-то маркировки. Маркировок нет. И носятся они вот так, судя по прижимной лапке. Необычный такой экземпляр. Кисточки выполнены в 3 цветах металла: золотого тона, такого серебра с чернением и медного оттенка. Необыкновенно красивые серьги. Мне нравится. А вам? Пишите, как вам такие серьги, и носили ли бы вы клипсы с такой интересной и необычной формой дизайна. Следующим в нашем обзоре будет дресс-клип. Зажим на платок в идеальном состоянии. Это классическая форма для зажимов на платок с легким брошированием. И подойдет абсолютно под любой наряд, образ и время. Неустаревающая вещь. Дальше еще одни серьги. Звезды. Для того, чтобы наверняка всем показывать, кто здесь звезда. Очень красивые, объемные акцентные серьги. Они достаточно тяжелые. Маркировок я тут не вижу. Как-нибудь примерю и покажу вам их на себе. Далее у нас кулон в виде крестика с натуральным перламутром. Красиво переливается, но сделан он немного неаккуратно. И внутри имеется скол. Такой сквозной кулон на цепочку. Интересный крестик. Брошь 81. И я знаю эту брошь. Я ее уже когда-то видела. Это компания Avon. И брошка приурочена к их годовщине. Интересная и знаковая вещица. Осталось несколько украшений, которые ждут вашего внимания. Одним из них являются вот эти серьги. Смотрите, какое необычное сочетание цветов. Опять у нас 3 оттенка металла. Такое черненое серебро, бронза и матовое античное золото. Здесь есть маркировка. И это бренд Chicos. Предположу, что это 90-е, скорее всего, ближе к нулевым. И еще одни маленькие пусеты. Витые. С брошировкой. Есть небольшие сходы покрытия, но это не критично. Это клипсы с покрытием Aurora Borealis. Предположу, что это пластик, судя по весу, не похоже на стекло, но кристаллики на вставках у цветочков точно стекло. Маркировки нет, но очень интересная модель клипс. Покрытие Aurora Borealis местами уже имеет сходы, но для винтажных вещей это только, скорее всего, плюс и показатель их длительной и прекрасной жизни. У нас с вами осталось колье. Длинное колье с вставками по форме оправы безель и такой каплевидной формы. Цвета античного золота.
оно достаточно длинное. Я предположу, что где-то тут сантиметров 45. И здесь есть маркировка. Предположительно 80-е и 90-е. Вот такая красивенная распаковка у нас сегодня с вами получилась. Пишите в комментариях, какие из украшений вам запомнились и понравились больше всего. А мы с вами увидимся скоро на новых обзорах. Пока-пока!